Доброе утро, StopGame, в эфире Инфакт. Главная церемония награждения лучших видеоигр года после нашей уже не за горами. 12 декабря Джефф Килли снова выскочит на сцену, чтобы объявить лучших из лучших и заодно наверняка представить миру кучу грядущего новья. И всем нам интересно, кто какие статуэтки заберет. Но вообще-то на исход этого мероприятия частично можно повлиять и нам с вами. Основное голосование в 3 этапа уже стартовало, первый из них можно пойти проголосовать по всем категориям. Эти голоса будут учтены специальным жюри, но определяющими не являются. А вчера открылась и специальная зрительская номинация «Голос игроков», в которой наши голоса определяют все 100% выборки. Кто победил, тот победил, без всяких жюри. В общем, не тяните с решением, ссылку на куда тыкать прикладываю. PlayStation тоже не отстает и вчера же запустила собственную голосовалку касательно итогов своих консолей. Представлено 19 категорий, от лучших игр для PS4 и PS5 и вплоть до всяких лучших студий, лучших спортсимов и даже лучших новых персонажей. В общем, раздолье. Голоса принимаются до утра 14 декабря, а победителей объявят либо под самый конец года, либо уже в начале следующего. Bloober Team лично, как и ее ремейк Silent Hill 2, угодил во множество номинаций обоих голосований. И почивать на лаврах команде, видимо, не будет времени. В октябре она анонсировала sci-fi horror Chronos The New Dawn, а в недавнем интервью гейм-директор Войцех Пейко проболтался, что внутри студии стартовал препродакшн и еще одного проекта. По словам Пейко, Bloober на деле состоит из 2 производственных команд. И пока одна трудится над Кроносом, вторая как раз освободилась с релизом Silent Hill 2 и была закономерно отправлена на следующее задание. Подробностей, правда, мистер Пейко выдавать не стал. Ну а Кронос увидит свет уже в следующем году на всех современных платформах. Старушки Warcraft Orcs and Humans и Warcraft 2 Tides of Darkness очень скоро потеряют свои теплые, прогретые досбоксом места в магазинчике Good Old Games. Не так давно Blizzard выпустила обновленные версии всех 3 стратегических Warcraft'ов в одном бандле. И приняли этот бандл, мягко говоря, не очень радушно. Большинство игроков предпочли и дальше гонять в оригинальные версии игры на GOG вместо предложенных ремастеров за $40. Blizzard поняла все правильно и вынудила GOG убрать игры из продажи. Произойдет это 13 декабря, но пока это время не настало, купить обе игры и сохранить их в своей библиотеке навсегда все еще можно. К тому же, поскольку игры включены в программу по сохранению старых игр, команда GOG обязалась и впредь поддерживать их работоспособность, даже когда они фактически будут отсутствовать в магазине. И пока времени не истекло, был запущен промокод Make Warcraft Live Forever, который сбрасывает от комплекта из 1 и 2 Warcraft дополнительные $2. Лора Бейли, Кевин Харт, Арнольд Шварценеггер, Киану Ривз и другие примут участие в стартующем уже совсем скоро сериале Secret Level. Сериал от Тима Миллера на манер любви, смерти и роботов, но про видеоигровые миры. Как выяснилось в недавнем интервью с шоураннером Миллером, Киану Ривз напросился в сериал самолично, потому что очень любит анимацию и конкретно сериал «Любовь, смерть и роботы» в частности. Согласно этой истории, Ривз изначально пришел поговорить с Миллером о каком-то совершенно другом проекте, но разговор плавно перетек сперва на роботов, затем на анимацию в целом, а уже тогда Миллер проболтался о работе над новым анимационным шоу Secret Level. Ривз настолько заинтересовался всем этим, что ему было все равно, какая именно роль достанется ему. Исполнительный продюсер шоу рассказывает, что после этого получил невнятное сообщение от Миллера со странным вопросом, цитата: «У нас есть что-нибудь для пиано?» Понадобилось некоторое время, чтобы понять, что Киану Ривз оказывается уже в проекте, и ему нашлась роль в короткометражке по Armored Core. Если верить режиссеру, в следующем сезоне он планирует позвать еще больше артистов, что намекает на намерение продлить шоу как минимум на еще один сезон. Ну а старт первого намечен на 10 декабря, в сезоне будет 15 эпизодов. Продюсер серии Assassin's Creed Марк Алексис КТ тоже недавно дал интервью. Да и не абы кому, а для BAFTA. В 40-минутном видео КТ рассуждает о серии и ее истории, а в какой-то момент демонстрируется любопытный интро-видосик. 20-секундная заставка с падающими в глубины анимуса ассасинами всех поколений. Эцио, Конор Кенуэй вместе с дедом Баек, Кассандра и другие, и при этом первым, но и последним в цепочке стал Альтаир, а, например, Джейкоб Фрай из Синдиката в перечень не вместился. По словам продюсера, одна из целей этой заставки показать, что прошлое, настоящее и будущее франшизы связаны. Начиная с грядущей Shadows, эта заставка будет предварять каждую новую игру серии. Надеюсь, ее можно будет пропускать. Своеобразным интро, пожалуй, можно считать и релизные трейлеры, что игроделы монтажат прямо перед запуском своих проектов. Буквально вчера такой получила и Индиана Джонс and the Great Circle. Действие игры развернется где-то между утраченным ковчегом и последним крестовым походом. Доктор Джонс пытается выяснить, куда пропал артефакт из Маршалл Колледж и, очевидно, в недобрые руки, которые хотят использовать его для получения силы. Географически игра растянется от Ватикана и Шанхая до густых джунглей Таиланда. В трейлере показывают множество кинематографических моментов, но и головоломки, и передряги, и паркур,
текстуры и живописные пейзажи. А на фоне гипер-мега-эпичная вариация и без того пафосные заглавные темы наших кек-нарезок. Игра официально запускается 9 декабря, однако предзаказчики премиального издания запрыгнут на хайп-трейн 3 днями раньше, 6 числа. На этом на сегодня все. Напомню вам про открывшиеся голосовалки, все ссылки оставил в описании и запрыгивайте на наш сайт stopgame.ru. У нас для вас там еще много интересного. Доброго дня!